Всем привет, друзья! Сегодня у меня на столе такая вот необычная модель. Это бумажная модель танка, которую предлагает World of Tanks. И таким образом, видимо, они то ли популяризируют моделизм среди игроков, то ли игру среди моделистов, то ли и то, и другое вместе. И ко мне эта модель, конечно же, попала не просто так. Мой подписчик Богдан предложил некий баттл по сборке конкретно этой модельки танка. Причем не просто сборки, но и сборки за 24 часа. Я, конечно же, не смог отказаться от такого вызова, и вот теперь, можно сказать, принимаю бой на чужом поле. Дело в том, что у Богдана собрано уже более 2 десятков подобных танчиков, и в работе с бумажными моделями он, конечно, гораздо более опытен, чем я. Но посмотрим, что я смогу выжать из этой модели. Богдан также ведет свой канал на YouTube под названием «Хомячья жизнь». На этом канале выложены все его собранные модели, и уже сейчас опубликован ролик со стройкой именно этого танчика. Так что после просмотра этого видео обязательно перейдите к нему на канал по ссылочке в верхней части экрана или же в описании и посмотрите его стройку. Ну и, конечно же, зацените другие его модели. Напишите обязательно в комментариях, как вам такой формат межканальной стройки. И, конечно же, напишите, понравились ли вам наши модели. Ну что ж, давайте приступать и для начала рассмотрим этот небольшой наборчик. Кстати говоря, в будущем, если я вернусь к бумажным моделям из World of Tanks или другим, то так подробно я рассказывать о них не буду. И сейчас, по сути, этот обзор, он как бы справедливый для и других бумажных моделей, поскольку принципиально они мало чем друг от друга отличаются. Я намеренно распечатал в цвете все страницы для того, чтобы обзор был более презентабельный. Но, конечно, по большому счету здесь можно распечатать только лист с деталями. Итак, первая страница, обложка. Здесь у нас изображен танк с одним из вариантов башни. Это 3D рендер из игры. И сразу забегая наперед, хочу сказать, что рендер гораздо более детализированный, чем в итоге получится модель. В верхней части номер модели, то есть это третий образец из серии. И, как я уже и говорил, таких моделей в серии World of Tanks, наверное, более 3 десятков. Так что можно собрать достаточно внушительную коллекцию. По заявлениям издателя, модели попадают в масштаб 1 к 50, а так ли это, мы проверим, когда замеряем собранный танк. Кстати, рендер довольно интересный. Здесь на фоне просматривается какое-то промышленное помещение, далее еще одно более яркое строение, легковой автомобиль. То есть уже создается такая вот атмосфера города и небольшой диорамки. Ниже название всем известной игры, далее название танка Т1 Каннингам, надеюсь, правильно произнес, и такая вот пометка, что это макет танка. И, честно говоря, лучше и не скажешь. Как я уже и говорил, модель детализирована достаточно слабо, ну, по меркам стендового моделизма, по меркам моделей из пластика, поэтому правильнее всего это изделие назвать именно макетом. То есть по итогу мы получим как бы модельку танка, которая узнается, которая повторяет черты, какие-то узлы оригинального прототипа, но детализация достаточно низкая, и все вот эти вот черты и узлы продемонстрированы достаточно в общих чертах. Поэтому именно макет больше всего подходит к тому, что мы, собственно, получим. Но я уже привык все это дело называть моделями, поэтому, наверное, так и продолжу. Кстати, не помню, упомянул или нет, это у нас легкий американский танк. Причем, что интересно, этот танк принадлежит исключительно американской школе танкостроения. То есть на момент его создания уже в Европе была освоена классическая танковая компоновка, был уже произведен всем известный Рено,
Но вот американцы пошли своим путем и на базе трактора Каннингам разработали вот такую вот модель танка. Выглядит, конечно, достаточно необычно, даже несколько несуразно, но, честно говоря, меня вот именно такие страшненькие танчики и привлекают. По этой же причине, например, очень нравятся их танки Ли и Грант. Кстати, обзор на Грант от Mini-Art есть у меня на канале. Если не видели, рекомендую ознакомиться. Ну что ж, с обложкой, пожалуй, все. Движемся дальше. Второй лист с запчастями я распечатал на матовой фотобумаге плотностью 230 грамм на метр квадратный. По рекомендациям издателя можно печатать на бумаге плотностью 170-180 грамм. Но я думаю, лишняя плотность не повредит. Хотя, конечно, может сказаться на удобстве сгибания деталей. Ну, посмотрим. Это моя первая модель, так что я пока даже не знаю, что от нее ждать. Первая модель из бумаги я имею в виду. Ну, если не считать каких-то детских подделок. Итак, второй лист у нас посвящен деталям. Здесь даны такие вот развертки, выкройки. Все детали пронумерованы, текстуры достаточно хорошо читаются. Танк дан в таком интересном цвете, который фактически граничит с ржавчиной. Хотя это, скорее всего, американский военный цвет. К особенностям бумажных моделей можно отнести то, что на некоторых деталях указаны номера тех деталей, которые сюда нужно приклеить. Например, вот здесь номер 3, соответственно, мы ищем деталь под номером 3 и приклеиваем ее на это место. Вот по такой вот схеме примерно происходит вся сборка. Здесь есть и другие условные обозначения. Например, вот такая стрелочка говорит о том, что деталь нужно свернуть в цилиндр. Далее здесь деталь нужно наклеить на картон. Далее некоторые детали нужно разрезать, некоторые согнуть напополам, некоторым придать более сложную форму, ну и так далее. То есть, в принципе, простые операции с бумагой. Несмотря на всю свою упрощенность, детализация здесь довольно интересная. Ходовая часть дана из целого ряда деталей и предлагается исполнить два варианта башни. То есть для танков серии Т1Е1 и Т1Е2. Еще хочу показать поближе детализацию, текстурирование. То есть видно, что текстурой даны петли, клепки, даже вот рымы, если не ошибаюсь. Вот какие-то лючки, заглушки, решетка над моторным отсеком, видимо. То есть очень много деталей дано просто текстурой. Вот это вот, вероятно, топливные баки, и здесь нарисована горловина. Ну, одним словом, макет, он и есть макет. Конечно, при желании можно добавить какие-то ручки из проволоки, заменить рымы на проволочные, продавить или же наклеить клепки, но это уже решать моделисту. Будет ли желание дорабатывать такой макет, или все же стоит поискать более детализированную бумажную копию. Я же буду собирать этот танчик вообще без каких-либо доработок, ну разве что соблазнюсь сделать пару ручек из проволоки. Так, следующий лист. Следующий лист — это, как ни странно, инструкция. В бумажных моделях нет такого понятия, как пошаговая инструкция по сборке. Здесь обычно предлагается несколько изображений будущей модели или же каких-то ее узлов, и на этой схеме обозначены номерами детали. То есть вот, например, можем увидеть, что фара — это деталь 36R, то, что гусеница — это деталь 8L и так далее.
Ну, L и R, я думаю, понятно, левая и правая сторона. То есть, таким образом, моделисту предстоит еще подумать, как правильно такую модель собрать. Далее, на листе со схемой также дана расшифровка условных обозначений. Ну, собственно, вам я их уже расшифровал отчасти. Далее, внизу страницы еще одна деталь. И тут сказано, что ее нужно распечатать на листе офисной бумаги. То есть это орудие, его нужно будет свернуть в трубочку. И такую процедуру, конечно же, с офисной бумагой проделать гораздо легче. Указан так скромненько масштаб модели. И вот что еще хочу отметить. При печати на обычной бумаге и на фотобумаге получается небольшое смещение цвета, небольшое отличие. Это, в общем-то, не очень хорошо, но в целом не критично. Но, кстати говоря, 1 на 1 с этой непонятной схемой нас производитель-издатель не оставляет. К бумажным моделям вместо инструкции также прилагается вот такое вот текстовое пояснение. Это, кстати, относится не только к моделям серии World of Tanks, это не их ноу-хау. Такое, как я понял, присутствует во всех бумажных моделях. То есть я просматривал бумажные модели из разных журналов, и везде присутствует текстовое пояснение, что и в каком порядке собирать. Ну и, естественно, присутствует подобная схема, как я показывал на предыдущем листе. Вот таким вот образом нам рассказывают, в каком порядке собирать корпус, ходовую часть, обе башни и как производить окончательную сборку танка. Так что читаем пояснение, смотрим схему, прикладываем смекалку и в итоге должны получить готовую модель. Здесь также есть несколько советов по сборке. И, читая их, могу сделать вывод, что модель рассчитана на начинающих моделистов, то есть даже на самых начинающих. Есть такие пояснения, прям разжевывание, скажем так, некоторых нюансов. И вот позабавил момент, о фломастерах лучше забыть. Торцы деталей лучше подкрашивать все-таки краской, а не фломастерами. Смотрится гораздо лучше, и штрих не так бросается в глаза. А вот в верхней части страницы находится то, из-за чего эта модель в моих глазах начала стремительно терять баллы. И я сейчас не про упрощенную ходовую и не про массу непонятных мне значков. Кстати, да, здесь есть вариант собрать ходовую вот таким вот упрощенным способом. То есть не заморачиваться с детализацией катков, а просто вырезать вот эту вот часть и приклеить ее к гусенице. Но я думаю, для некоторых самых младших наших коллег такой вариант будет более приемлемым, поскольку ходовая здесь действительно довольно интересно проработана. И, собственно, что же мне здесь так не понравилось? А не понравилось мне вот что. Вот эти вот квадратики — это на самом деле передний бронелист. И один из них, вот видите, дан пустым. Если вам, как и мне, вот эти вот значки ни о чем не говорят, и вы хотите собрать просто макет легкого танка без привязки к игре, то можете использовать пустой передний бронелист. Я думаю, вполне можно было бы потеснить детали на этом листе и добавить сюда единственный вот этот вот пустой бронелист. А значки уже пусть остаются на дополнительной странице, тому, кому они нужны, уже распечатают их и используют. А модель, так сказать, стокового танка пусть уже будет дана на единой странице. То есть мне, например, не нужна эта ходовая, как я и сказал, не нужны эти значки, и я не хочу распечатывать на фотобумаге целый лист ради одной вот этой детали. Собственно, этого я делать и не буду. Я приклею ее на фотобумагу и так и использую в сборке. Ну, ничего страшного, пусть отличается уже по тону. И, наконец, последняя страница, которую также не обязательно распечатывать, это историческая справка, 3D-модель танка из игры, а также модель коллизии. Внизу так скромненько ютятся
исторические фотографии. Вот, например, танк Т1Е1 с одним из вариантов башни. Далее еще один Т1Е1. Судя по всему, это наиболее популярная модификация. Вот еще один. И, наконец, танки Т1Е2 и Т1Е1 в группе с другими американскими танками. Покажу поближе историческую справку. Если хотите прочитать, то поставьте на паузу и изучите. Еще вот один момент не понравился. Момент касательно представления этого танка, скажем так. То есть, смотрите, здесь в инструкции нам говорят следующим образом. Сборка первой башни, сборка второй башни. Что это за башня? Почему первая, почему вторая? Их там что, две на танке или как, или что? Ну, непонятно. То есть на самом деле это вариант 1 и вариант 2. Причем можно было бы написать, что это вариант башни для Т1Е1, это вариант башни для Т1Е2, и это уже было бы как-то более исторично, более интересно. То есть такой вот вариант, как здесь, выглядит как-то совсем уж по-детски и совсем опускает какие-то моменты матчасти. Все-таки, раз уж Wargaming занимается популяризацией техники, военной техники, исторической техники, то таким моментам стоило бы уделять больше внимания. Ну что ж, друзья, похоже, беглый обзор этой бумажной модели как-то уж затянулся. И я думаю, начинать стройку в этом же ролике уже не стоит. По сути, на фоне этого небольшого танка мы разобрали вообще, как устроены бумажные модели, как выглядят развертки, как выглядит инструкция к бумажной модели и некоторые другие нюансы. То есть, как я и говорил выше, даже для больших моделей, которые издаются специальными журналами, инструкция представляет собой ровно то же самое. Общая схема модели, либо же каких-то узлов и словесное описание. Честно говоря, я уже скачал целый ряд бумажных моделей, и некоторые из них очень хотелось бы собрать. Так что, если такой вот бумажный моделизм мне понравится, то вполне возможно на канале появится новое направление. Ну и еще мне хотелось бы собрать один броневичок, который мне дорог как память из детства. Но о нем мы поговорим в отдельном видео. Собственно, каких-то конкретных выводов по этой модели я сделать толком и не могу, поскольку у меня нет опыта в сборке бумажных моделей. Оценим уже, как будет смотреться готовая модель и как вся эта детализация и текстурирование будет выглядеть на собранном макете. На этом же обзор я заканчиваю. Ставьте лайки, если видео было вам интересным. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете о бумажных моделях в целом и о бумажных моделях на моем канале в частности. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Переходите и подписывайтесь на канал Богдана, который называется, напомню, «Хомячья жизнь». Ссылочка будет в описании под видео. Зацените его собранные модели танков и сборку конкретно этого танчика. Я же на этом с вами прощаюсь. Я благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч.